Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Козерог. Таро расклад. События будущего. Знаки судьбы. Что скоро случится или произойдет. Таро прогноз на декаду на 10 дней с 10 по 20 мая. Давайте узнаем, что же скоро случится или произойдет. Или как знаки судьбы. С этого начнем. 4 карты мы с вами достанем на оракуле Ленорман. С чем это будет связано? И, конечно, будем реалистами, мои дорогие. Любой прогноз, расклад, а личная история каждого из вас не расскажет. Помним, что карта – это как метафора, подсказка для того, чтобы понять, что формирует в вашей душе какую-то проблему или вопрос с целью решить эту проблему, пережить эмоционально и снять напряжение. Или рассмотреть альтернативный вариант. Поэтому мы с вами размышляем, предполагаем и допускаем, что что-то может не так складываться, как мы бы этого хотели или представляли. Ну, давайте будем узнавать. Знаки судьбы или повороты судьбы. События ближайшего будущего, что же в эту декаду нам будут рассказывать карты. И дополним картами Таро, что скоро случится или произойдет, в какой сфере жизни вам придется либо с чем-то определяться, либо решение важное принимать, или что-то неожиданное, может быть, к вам приходит. То есть это событие внешнее. А вот вторую карту – это как неоконченная пьеса, или это событие, то, что вы уже с чем сталкивались, или то, что тянется из прошлого, и то, что есть смысл продолжать, кстати. Третья карта, в чем ваша сила, что вам помогает, может быть, что само идет в руки, но это именно какой-то радостный момент или полезный. Достанем с вами по основным сферам жизни, и это ваши достижения, работа, у кого-то личное дело или бизнес, у кого-то учеба или банальное оформление документов. Финансовая история, денежная энергия, любовь и личная жизнь. Что же там как знаки судьбы? Ох, змея. Ну, мудрость, конечно, хотя иногда может свидетельствовать о страстной любви. Иногда это, ну, так, как повод, символ задуматься, куда-то не торопиться, потому что, во-первых, у нас год змеи, да, и мы знаем, змея, она наблюдает сначала, анализирует, а потом только действует. Куда-то не торопиться, это точно. Хотя есть и такое значение, когда это за вами кто-то может наблюдать, мои дорогие козероги. Справится, не справится козерог. Или получится у него осуществить какое-то дело, или нет. Ну, наверное, не все люди-братья, увы. В эту неделю, точнее, декаду не стоит замечтаться, потому что, ну, не все вот как-то однозначно. И, может быть, есть тот человек, который себя не афиширует, а вот именно наблюдает. И что он там задумал, какие его намерения. Может быть, и транслирует что-то одно, но пока неизвестно, как он проявится. Или, мои дорогие козероги, есть какое-то дело, которое вы сами хотите осуществить. И вот эта мудрость совершенно необходима. Приготовься к тому, что могут быть какие-то нюансы не совсем для тебя ожидаемые. И, может быть, это тебе придется действовать вот где-то так и мудро, а может быть и хитро, мои дорогие. Давайте знаки судьбы. Ну, вот такой знак судьбы вам выпал. Но у вас сильная позиция. И, может быть, вот быть в этих энергиях совершенно необходимо, чтобы себе не наделать какого-то минуса. Потому что по дереву это вообще наши корни. Очень карта хорошая на благополучие, на стабильность, на нашу уверенность. Наша семья, наш дом – это то, как базис какой-то, фундамент нашего благополучия. Но вот именно этот аркан соответствует 5 и 7. 5 – это число такое, ну, всегда недостаток некоторый. А 7 – это некоторая остановка. И тут по разным причинам может быть. Или неспешность. Ну и правда, дерево, оно растет, оно не перемещается. Поэтому может быть и 7. С одной стороны, не должно быть какого-то минуса. А с другой стороны, вот это 7. Подумать, как с этим провзаимодействовать. А у вас 7 еще повторяется на аркане змея. Опять же, змея наблюдает. Вот вам нужно правильно что-то пронаблюдать. Перед тем, как вы, может быть, вынесете какой-то вердикт, или вы кому-то скажете «да» или «нет». Вы с чем-то определитесь. Но прежде чем вы определитесь,
Вот это ваша стратегия-тактика. Она должна быть очень хорошо продумана. И самое главное, начинаем с себя, чтобы себе не навредить или, может быть, как-то по-мудрому перестроиться. Если, к примеру, на работе меняются какие-то, ну, например, как приказы, или меняется график работы, меняется руководитель, приходит метла новая, которая по-новому метет, и, может быть, вам не все нравится, но пронаблюдайте. Иногда бывает, нам что-то поначалу не нравится, а потом человек раскрывается как-то с другой стороны. Или события шаг за шагом тоже развиваются, продолжаются, и мы постепенно видим, что, а нет, вот какая-то концепция, она уже тоже поменялась от первоначальной какой-то, и мы видим больше для себя каких-то бонусов. О чем нам вот эти две карты говорят? Что, может быть, как минимум на начало вот этого периода вы можете явно что-то не видеть. Поэтому и не торопитесь, наблюдайте, мои дорогие. Представьте, что вы вот эта мудрая змея. И, ну, где-то буквально как знак судьбы. Тогда мы и не прошляпим что-то, но и вовремя сориентируемся. Очень добрая карта, смотрите, как знак судьбы. И это у вас есть какой-то друг. Или, может быть, какие-то взаимоотношения по части личной жизни. Может быть, для людей семейных, знаете, вот в эту декаду будет особое какое-то взаимопонимание с вашими близкими, с вашими домочадцами. Может быть, даже не просто, ну, где-то вопросы страсти, если, например, это ваш, еще нет семьи, или ваш союз только начинается, да, но вы тогда словно заново друг друга можете открыть. Не просто любовь и чувства, а когда еще и дружба. И это все укрепит ваши взаимоотношения. Более того, способствует самодоверию. Но всегда по этой карте мы можем даже договориться с теми, с кем сложно договориться. Карта вот вверху змея. С одной стороны, мы можем трактовать, что есть тот, кто придет вам на помощь. Но мы можем еще и трактовать так, что кто знает, может быть, это мы, когда пронаблюдали за кем-то или за чем-то, придем к выводу, что мы видим какие-то общие точки интересов или взаимодействия, к примеру, даже по вопросам работы. Мы можем что-то на новые рельсы переложить. И если даже вчера был минус, то сегодня мы можем из этого минуса создать плюс. Но это может быть и не для всех, но сама по себе карта говорит о добрых энергиях в эту декаду. Ну вот как знак судьбы тоже. То есть вы не один на один, да точно. Смотрите, у вас карта Солнца. Но, может быть, хитрее нужно быть, мои дорогие козероги. И хитрее тут, может быть, и не совсем про ваш знак зодиака, потому что вы люди открытые, вы люди сильные. Вы вот это вот такое двойственное, ну, по крайней мере, не всем это нравится. И я могу допустить с учетом аркана змея, может быть, вы уже в таких энергиях какой-то период времени. И вам это надоело, потому что вам хочется больше ясности. Ваш управитель Сатурн хочется и по закону, и четко, и ясно, и понятно, что к чему, чем будет продолжено, в конечном итоге, к чему это все приведет. А вот здесь вот пока нет. Здесь еще баланс. Приходится балансировать. Но для вас, мои дорогие козероги, на кону Солнце, а по-другому никак. 31, 4 – это число. И 4 – это некоторый базис. Это то, что когда мы сохраняем. Не случайно в четверка пентаклей в колоде Таро называется карта жадины. Ну вот где-то себя сохраняем, свои идеи. Может быть, не проболтаться. Помните, идею тоже можно украсть. Или когда есть еще какие-то непонятные персоны вокруг вас, и непонятно, что от них ожидать. Опять же, ясности в чем-то нет, но на кону уже ваше Солнце. И всегда по этой карте я говорю, что вы действительно с чем-то определяетесь. И в последующем, до конца 2025 года, основная цель, задумка, мечта, намерение – вы это будете продолжать. Но, может быть, это пока формируется внутри вас. Или когда вы с чем-то тоже определяетесь. Что я буду продолжать, может быть, по работе, по контактам. Или, может быть, и по личной жизни. Но на кону ваше Солнце. Что скоро случится или произойдет, в чем вы будете принимать важные решения. В документах у кого-то подписание документов самых разных. По правосудию это как карта кармы, причина и следствие. И есть всегда в этой карте такой смысл,
что если мы что-то сделали раньше очень хорошо, нам пространство руками других людей помогает решить тот или иной вопрос, подписать какие-то важные документы, провести согласование. Но если мы где-то наследили в прошлом, нам ведь тут тоже может какая-то тема вернуться на доработку. И в целом аркан правосудия ни разу не про эмоции, а больше дает как раз совет. Если ты сам не обладаешь должным объемом юридических знаний, обратись буквально к юристу, к адвокату. Проясни, как оформить какой-то документ. Или проясни, как в отношении тебя работает закон. Тут есть какая-то конкретика, мои дорогие. И это где-то важная тема в эту декаду. Мы не можем сделать как попало. Или мы можем, вот есть такое выражение, лишь бы как, да, в Беларуси есть такое выражение, сделали лишь бы как, а потом лишь бы что у нас и получится, понимаете? Нет, вот здесь должен быть какой-то рациональный просчет. И есть те вопросы, которые никак нельзя решить на уровне эмоций. Тут скорее себя нужно защитить, может быть, и сознанием закона. Или вам поступить как-то справедливо. Давайте посмотрим, какая же тут неоконченная пьеса. Ну, конечно, мы все разные, и у кого-то я такое могу допустить, может быть, и в личной жизни. Предыдущий период не самый веселый. А здесь вы встречаете человека или встретили его недавно. И, может быть, у кого-то из вас, опять же, у какой-то части, может быть, 1 и 2, кому важно это услышать, когда вы и хотели бы прежнюю историю завершить, а новую начать, но вы пока еще не знаете, как. Или как обговорить вот именно правду какую-то. И вот прежняя история по 4 кубков – это какая-то апатия. Она должна быть завершена. И если вы уже четко видите, что прежние отношения, они не развиваются, де-факто они закончены. Почему говорю через личную жизнь? Потому что кубки. Ну, тогда зачем себя самого загонять в угол? Или если вы чувствуете меру ответственности, или понимаете, что сложно будет какие-то согласования, значит, первый шаг – это действительно юрист-адвокат, но как будто вы не должны застрять в этой апатии. Вот все то, что вас не вдохновляют, или те люди, которые вам не дают возможности роста, или вам говорят какие-то неправильные слова, преуменьшая вашу деятельность или вашу значимость, те люди, которые заставляют вас чувствовать словно не в своей тарелке. Вот вам их каким-то образом нужно аккуратно вычеркнуть из своей жизни. Но сделать, может быть, это по-хитрому. Мы не всегда выбираем, и точнее вообще не выбираем коллег по работе. Ну, пришли люди, устроились точно так же, как и мы. Мы не выбираем соседей, мы не выбираем родственников, далеких родственников. И поэтому какая-то новая концепция счастья, когда и себе не навредите. Или иными словами, когда и овцы целы, и волки сыты. Но не упустить, вот как этот маленький паж приносит кубок, а наш человек сидит в каком-то совершенно разрушенном внутреннем состоянии и все смотрит на эти 3 пустых кубка. А паренек недоумевает. Почему? Взрослый человек. Что он там хочет увидеть в этом пустом столе или в этих 3 пустых кубках? Может быть, и не обязательно мы же говорим про алкоголь. Может быть, эликсир какой-то он ему несет, как новый источник вдохновения. А он уставился, мужчина, на то, что было в прошлом, и не видит новых возможностей. Вот какая-то такая концепция из прошлого, которая вас может тянуть назад, мои дорогие козероги, и это не со знаком плюс. Это где-то через чувства или то, что вы уже не хотите продолжать, но чувствуете себя к чему-то или к кому-то обязанными. Поэтому тут что-то пересмотреть нужно действительно с позиции закона. Где-то и собой не рисковать тоже. Но вот эта апатия, она должна закончиться. Она, видимо, уже тянется какой-то, пусть не для всех, но кому-то важно услышать. В чем вы сильны? Паж жезлов, новые направления, новые дороги, новые возможности. И вот его величество выбор. У нас даже как будто дорога тут раздваивается, да? Можно пойти и налево, можно пойти словно или прямо, или направо. Но вот мы стоим и обдумываем, куда же мы пойдем. И нас могут звать, кстати, ну так условно говоря, или что-то предлагать, или есть какие-то возможности. И вроде бы как
нам даже показано, да, двое тут, как животные, кот, ящерица, но всем своим видом с волшебной палочкой. Наш молодой человек, скорее всего, собрался идти прямо, совсем не туда. Поэтому вы можете что-то передумать. И жезлы, дела, работа, бизнес и деньги. Так вот, на все инновации, точнее, на всю новизну. Для вас период с 10 по 20 мая. Прекрасный период. Тут самое главное – не застрять в прошлом. У кого-то это ваша помощь, может быть, и детям, или какие-то новости от детей, и есть какая-то взаимосвязь. Может быть, какое-то сообщение, которое вас вдохновит. Все же мы тут вдохновляемся по пажу жезлов и что-то изучаем. Кто-то начнет изучать языки, и, может быть, через языки вы будете более востребованы на рынке труда, а кто-то из вас будет изучать, может быть, и финансовую грамотность, или какое-то новое направление в ремесле, каким образом заработать деньги. Опять же, потому что жезлы – это деловые вопросы и денежные, но с какой-то новой концепцией. Вот давайте посмотрим. Ваши достижения. Все то, что я только что сказала. Тройка пентаклей – это карта экзамена и будущего. И кто-то может сдавать экзамен, получать сертификат в эти 10 дней. У кого-то это тоже своеобразная перезагрузка, может быть, на работе что-то меняется. Вы сами можете прийти к выводу, что действительно не хватает каких-то знаний или умений, или знаний по закону, или знаний, которые касаются непосредственно даже вашей профессии. Каким-то образом мир меняется, да, и вам нужно тоже подстроиться, в ногу со временем идти, или разобраться, что я теперь буду продолжать. А может быть, что-то уже не срабатывает, и вы тогда сдаете этот экзамен. Вы с чем-то можете, правда, определиться, может быть, и поразмышлять. Вот я тут больше вижу, что по змее это, как вам совет, вот действительно в этих энергиях. Что-то вам надо проанализировать. Словно выбор, да, развилка какая-то присутствует, когда нужно и поступить по закону, или правильно оформить документ, или понимать, допустим, сегодня вы какую-то бумагу подписали, а как это потом проиграется через год? Не будет ли какой-то обратки? Вот тут на пару шагов вперед нужно смотреть. У вас аркан солнца, мои дорогие козероги. Здесь не дать и самому как не уйти, да, как куда-то не туда, может быть, через мечты или через какие-то сожаления, неважно что. Здесь есть какая-то конкретика, вот именно в эти 10 дней. И более чем прекрасное продолжение. Ну да, я так вижу больше как новые способы заработка или какие-то все равно изменения, они приходят помимо даже вашей воли. Что же у вас на деньги? Ну все опять же то же, что я сказала по колесу фортуны. Это карта удачи. Причем это карта и ускорения или самой по себе скорости. И если мы говорим колесо, так вот колесо это всегда циклично. Мы знаем, что оно сначала идет наверх, но поскольку цикл какой-то закончится и потом пойдет спад. Не теряй времени даром, Козерог. Вот что нам говорит карта. Но это не значит, что мы с места в карьер. Нет, у вас еще и аркан правосудия. Но, значит, какие-то вопросы в эти 10 дней вы можете согласовать, уладить, какие-то важные контакты осуществить, для себя прояснить какой-то вопрос, разобраться в какой-то путанице, чехарде или, какая-то пауза, стопор, и в конечном итоге выйти вот к этому солнцу. Разобраться, может быть, и в отношениях. Мы все разные, но тут фортуна, мои дорогие, на вашей стороне. Но я бы не сказала, и вообще ни один мой расклад не говорит о том, что мне иногда пишут, а кто-то пишет даже на e-mail, и мне спрашивают, а вот мне там лотерею повезет или не повезет, мои дорогие. Я не делаю расклады на лотереи, потому что я подхожу к концепции, что все же мы деньги должны заработать. Не верю я в эти сказки. Может быть, они с кем-то и случаются, но мы все-таки будем реалистами с вами. И по Плутону, кстати, который в Водолее, легкие деньги опасны. Поэтому тут не проморгать будет важно, нежели вот так надеяться на какой-то куш, который буквально падает с неба в руки. Но я думаю, что это не для всех, но просто с учетом того, что пишут, значит, я должна это озвучить. Не пишите, потому что я таких ответов не даю. Но по колесу фортуны, поэтому я говорю, фортуна на вашей стороне – это как возможность. Возможность заработка и при желании
Вы тут можете переиграть что-то даже на 180 градусов. И, может быть, вы потом удивитесь. Ну, надо же. И поблагодарите себя за то, что вы правильно с чем-то сориентировались. Но на деньги именно фортуна. И дальше, вот посмотрите, вообще у вас будет такой период, смотрите, если мы говорим про динамику или скорости. По правосудию, понятно, мы тут никуда не торопимся, в плане нужно взять какое-то время, как минимум, выделить на то, чтобы с чем-то разобраться. Или обязательно посетить, как я говорила, юриста, адвоката, может быть и так, если того требует дело. Но именно внешние силы, это как и колесо фортуны, нам говорит, не теряй времени, сегодня есть возможность, а завтра ее не будет. И по рыцарю жезлов ведь тоже скорость. Здесь, может быть, придется куда-то отправиться, поехать, перемещаться. Может быть, это и согласование в каких-то инстанциях, чиновники, да. Может быть, это как-то связано с вашим домом, с личной жизнью. Ну, или с вашим благополучием. То есть личная жизнь не всегда только про любовь. У вас на кону солнце. Тут вообще что-то такое глобальное стоит. И тоже карта говорит, не упусти времени. И по рыцарю жезлов это не то, что мы сами что-то переделываем и пытаемся ускорить. Нет, мои дорогие козероги, это внешние события складывают так, или складываются так, что они вам говорят, как и будь готов к неожиданностям, так и будь готов быстро собраться, подпоясаться и куда-то поехать налегке, может быть, даже так. И это каким-то образом будет касаться вашего благополучия или вашей личной жизни, или каких-то новых перспектив. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые козероги, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.